Так, Минуточку. Так. так, все, приготовились. Елисей, возьми Катю в центре. Держи по центру. Все, давайте. Тема стыда. Мне кажется, в этом кругу каждый из нас хорошо знаком с этим чувством. И мы испытываем стыд, вы знаете, по очень удивительным поводам. И если каждый из вас возьмет и расскажет, в какие моменты он испытывает стыд, другой вряд ли сможет его понять. Вот парадокс этого чувства в том, что тебе невероятно стыдно в какой-то момент, который другому кажется абсолютно нормальным. И стыд — это такое чувство, когда ты недоволен своей личностью, когда тебе кажется, что в твоей личности есть что-то ужасное, что ни в коем случае не должен увидеть мир. Стыд не стоит путать с чувством вины. Вина, я бы сказала, что это диалог с обществом, с каким-то социумом. То есть ты испытываешь свою неправильность по отношению к каким-то действиям, которые ты совершил конкретным людям, конкретному человеку. А стыд — это как будто бы... Это на самом деле разговор с самим собой. Тебе кажется, что триггером является что-то во мне, но если мы покопаемся внутри этого чувства, мы поймем, что это там, внутри нас, борются какие-то системы, какие-то структуры, какие-то субличности, которые порождают это чувство стыда. Вина, она, знаете, как бы ее видно. Ну, ты что-то сделал не так себя повел, там, кого-то проигнорировал, кого-то обидел. Ну, то есть это такое, как бы, ты чувствуешь себя прям конкретно виноватым за что-то осязаемое, да? Но стыд, он сам по себе может тебя накрыть, и это вообще может быть никак не связано с каким-то конкретным действием по отношению к кому-то. Это твоя собственная себя оценка. Рождается и все. Тебе другой человек говорит: да все хорошо было, все нормально, успокойся. А человек не слышит, он не может остановиться в этом. И сейчас моя героиня Василиса. С Василисой мы работаем с темой стыда не первый раз. Мы к ней так или иначе возвращаемся с каких-то разных углов, разных ракурсов человеческих, жизненных. И я помню, что когда-то стыд Василисы владел настолько, что она была практически парализована этим чувством и в профессии, и в личной жизни, в дружбе. Сейчас, конечно же, это не так. Но остаются какие-то аспекты, где стыд захватывает Василису, и сегодня нам она об этом расскажет. Ух. Ну, как ты правильно и сказала, действительно, раньше стыд, он был во всех сферах моей жизни. Не дай бог, не то слово скажешь, все, ты проваливаешься в это ощущение, ты плохо шутишь, с тобой не будут общаться, друзья все от тебя отвернутся. Вообще сиди, молчи, не дай бог, опозоришься. Вот, да. И лучше просто молчать и смотреть, быть таким наблюдателем. Сейчас моя проблема, она очень остро проявляется в одной конкретной сфере. Я не могу продавать вообще свой продукт, на который уже есть хорошие отзывы, который помогает людям, который делает их жизнь легче. Но заявить об этом и сказать миру, что я могу, я профессионал, я делаю что-то классное, вот я знаю, что надо сделать, но я не могу никак на это решиться. У меня как будто бы находятся сразу важные дела. Я нахожу 1001 причину, отговорку, почему это не так важно, и в целом же она уже продается. И там через других людей я нашла себе идеальную ситуацию, когда там другие люди, блогеры, да, через которых мы распространяем это, они продают, но даже их
продажи я не могу смотреть. Настолько мне стыдно, что они... А давай, знаешь, как, чтобы всем было понятно, про что ты говоришь. Просто, знаете, я люблю, когда человек, если уж он раскрывает свою жизненную историю, чтобы он раскрывал ее предметно и конкретно, потому что сейчас каждый думает, кто она, что она продает. Вот как только я слышу, кто что-то продает, для меня это люди отлетные, которым не важно, что продавать, и им стыдно, кстати, очень даже не зря, что им стыдно. Давай расскажем, что ты маркетолог, что ты в этой нише, в этой профессии 5 лет. Сколько? Да, 5 лет. 5 лет. И расскажи, что это реальный доход, это реальный успех, это реальный опыт. Ну, расскажи, например, там, я не знаю, сколько вы там на сегодня зарабатываете там, в месяц, сколько там у вас варьируется ваш доход, что вы, ну, чтобы мы поняли, что вы специалисты, а не просто, знаешь, там, маркетологи. Ну, вот 5 лет, собственно, мы занимаемся продвижением, именно диджитал-маркетинг, продвижение в социальных сетях, в интернете. То есть мы работаем и с малым, и с средним бизнесом, мы работаем с лидерами мнений. То есть это такая очень комплексная работа, разносторонняя. И, соответственно, продукт, он касается продвижения через блогеров. Это база проверенных блогеров за 5 лет работы, кого мы можем рекомендовать, там, со всеми параметрами, статистикой, показателями, отзывами. Вот, там, средний доход вот, до кризиса соцсетей, когда половина оказалась в блокировке, это было там 700-800 тысяч в месяц. Сейчас, естественно, это меньше, ну, из-за того, что просто часть клиентов не могут продолжить работу. Но в целом, как бы, я свою работу люблю, она мне нравится. Но говорить о ней не получается совершенно. Как так получилось, что ты вообще, помимо того, что ты делаешь какую-то конкретную услугу для заказчика, да, допустим, поясню прям на простом языке, в агентство приходят как такие эксперты, как я, и говорят, я хочу продвижение своей соцсети, вот у меня есть такой бюджет, давайте сделаем. Или, например, там у меня есть продукт, давайте его запустим там в разные, в какие у нас есть соцсети, какими мы можем пользоваться. Девочки придумывают стратегию, как мы это можем делать, и коллаборации, и просто таргетинг. Ну, то есть разные-разные способы, которые помогают получить лиды, заявки. Да? И проработав 5 лет, вы в своей работе с чем-то сталкивались, да? Основная работа, когда у нас запрещенная соцсеть не была еще, да, запрещенной, основная работа продвижения заключалась именно в ней, да? И есть различные способы. Есть таргет, когда ты просто платишь непосредственно в соцсети, а есть коллаборации с другими блогерами. И для того, чтобы с ними войти в эту коллаборацию, что нужно сделать? Договориться. Сначала их нужно отобрать. Да, блогеров... Мы знаем, что это бесчисленное количество людей, и ответственных, и безответственных, и дешевых, и дорогих, и качественных, и некачественных. И тебе предстоит что сделать? Пройти 7 кругов ада для того, чтобы найти несколько иголок в стогу сена. То есть именно тех людей, которые способны сделать то, что ты хочешь, чтобы у них не был завышенный ценник. И чтобы ты как бы перед заказчиком какую ответственность несешь? Я несу ответственность, чтобы деньги, которые ты потратил, они принесли тебе то, что ты хочешь. Там, в частности, подписчиков. Да? То есть мы рекламируем свои странички для того, чтобы люди на нас подписывались. И с чем вы сталкивались, и какой опыт вы получили за эти годы? Ну, разносторонний опыт работы, наладили связи с определенными там блогерами. Мы точно знаем, что нужно сделать, чтобы у клиента был результат и по адекватной цене, и его бизнес рос, развивался, там, чтобы приходили новые люди, заявки. То есть в этой плане у нас экспертиза полностью закрыта. Вот, а хоть и сейчас поменялась совершенно ситуация, но мы адаптировались за это время. И как бы, собственно, из чего родилась идея продукта, что очень многие бизнесы, там, кто зависел только, допустим, от таргета, им сейчас очень сложно перестроиться. И, соответственно... Потому что таргета больше нет. Чтобы всем было понятно, ты больше не можешь это использовать. Все, что ты можешь, ты только можешь идти к другим блогерам, которые про тебя расскажут. И, соответственно, для них мы сделали вот эту базу блогеров, где человек, который, допустим, раньше опирался только на таргет, может прийти и перенять весь наш опыт за все эти 5 лет, там 200 с чем-то, то есть 250 около блогеров. Отобранных, проверенных, вменяемых. Где не будет обмана со статистикой, подлога, не надо будет ничего проверять. То есть ты не тратишь на все это время, ты просто приходишь, покупаешь базу и, собственно, по готовым решениям... Покупаешь базу, базу. И смотрите, да. как она интересна. Когда она говорит слово «база», посмотрите, как она говорит, ты покупаешь базу, то есть у нее пропадает даже слово «база». Почему я сейчас рассказываю про нее, что она делает? Как ты думаешь? Ведь она может это, поверьте, рассказать 1000 раз красочнее, дольше, детальнее, но почему я это делаю? Почему я перехватываю тебя?
Ну, конечно, можно сказать, то, что ты любишь это делать всегда, это тоже правда. Нет, Но- ну не могу. Вот, мне даже плакать хочется. Да, да. Когда надо об этом поговорить, мне хочется просто вот так вот закрыться. Мгм, мгм. Не надо. Потому что на самом деле сейчас идет немножечко продажа себя. Если так это, ну, расскажи про себя, покажи себя лицом. Ну, я чувствую это даже немножко как пытку. Можно Да, пропустить да, эту да, часть да. и перейти к разбору. Да, детка, это и есть твой разбор. Короче, смотрите, что Мгм. происходит. То есть человек, они в паре работают, у них агентство, ну, а руководители. Остальные девочки — это команда, которые именно делают всякое, неважно, ежедневный труд, да. История вот какая, что за 5 лет люди нажрались, скажем так, всяких фекалий. Потому что, ну, блогеры. Вы хоть представляете, что за люди блогеры? Ну, я думаю, представляете, мы все знаем, что это люди с определенной структурой личности. Творческих ты их назвала? Ну, творческие. Я бы сказала, нарциссы. Вот. Так вот, суть в чем? Суть в том, что за 5 лет ты по крупице из этого огромного океана разношерстных людей выбрал 250 классных аккаунтов, за которыми стоят профессиональные блогеры, которые свою работу любят и делают ее на отлично. И раньше Василиса тоже искала такую базу, потому что бесконечный отбор блогеров, чтобы реализовать задачу клиента, это сложная работа. На это уходит 1 000 000 часов. И каждый раз, когда новый какой-то блогер, есть очень большой риск, что деньги ты заплатишь 20 тысяч, 50 тысяч, вот так улетят, у тебя ничего не будет в результате. И вот было отобрано 250 блогеров, за которые можно поручиться, в некую базу. И эту базу можно купить за очень недорого. Там от 4 до 7, там, ну, там разные тарифы есть, тысяч. Ну, ты покупаешь доступ на месяц. И ты можешь оттуда брать этих блогеров для того, чтобы с ними сотрудничать, да? Да, да. И что в твоей жизни случилось? Во-первых, пришло понимание, что эту базу надо сделать. Да, ну потому что начался кризис, приходили клиенты, заявки, нам нужен таргет, нам нужна замена, а замены нет. И вот каждый раз объясняем, что вот сейчас новые условия, нужно работать по-другому, нужно перестроиться. И родилась идея, что нужен продукт, где будет эта база. И это не только база, там еще вот памятки, во-первых, информационные статьи. Мы приглашаем экспертов, которые рассказывают. Телеграм-канал полноценный. Да, да, как рекламу закупать, как отбирать, как проверить, как вот подобрать вообще, кто мне подойдет, кто нет, кто даст продажи, кто нет. Мы кейсы разбираем вживую блогеров, то есть показываем вообще, что помогло этому блогеру продать, что сыграло там решающую роль. То есть много даем еще информационного материала, который поможет сориентироваться. Это не просто вот что у тебя база, давай, беги. Чем не устраивало, что было уже на рынке подобное? Да потому что обычно просто вот база продавалась, это был список вообще без показателей, без статистики, без сцен, без всего, и никаких памятных, ну, уж не дай богу, отнимать работу у менеджера. Это было совершенно хаотично, и плюс очень много баз, где места покупаются, то есть обман, фейки везде, откаты блогеры берут, ну то есть и агентства берут хорошие такие откаты, ну что, пиар, можно просто открутить бюджет, да, не свои же деньги крутим, ну то есть на самом деле не было нигде систематизированной, именно проверенной базы, где вот качество, а не просто деньги, поэтому я за результат ручаюсь. Я знаю, что там класс. Это важный аспект. Она ручается за результат. Она его создала своими руками. Она нигде не перекупила. Она всех проверила. Сделала продукт. Они сделали, да, в паре продукт. Решили продавать, так как они сами не причисляются к полноценным блогерам, решили продавать через блогеров, с которыми у нас наиболее вот близкие контакты. Что случилось с тобой в день продаж, когда он... Во-первых, они сделали потрясающий сайт. Ссылка в описании. Ну, чуть не воспользоваться моментом. Они сделали сайт. Он занял какое-то там место на тильде. Да. Да, за дизайн, за интерфейс. Девчонки постарались, да. Наступает день продаж, когда они просто сидят дома. Да, и другой блогер рассказывает про этот продукт, и он его у себя в сторис представляет. Что случается с тобой? У меня просто истерика. Я начинаю бегать из комнаты в комнату. Я не могу смотреть. Я кричу, вот мой партнер София, запиши скринкаст.
Я потом посмотрю, проанализирую. Мне же надо анализировать. Я должна понять вообще, что продает, какие там триггеры, ну, собственно, какие тезисы лучше зашли. Но я не могу этого сделать в моменте. У меня просто мандраж. Я не могу ничем заниматься. Это еще рабочий день. А какие внутри вот... Это вот физические проявления. А что с тобой перед этим случилось внутри? Что это за чувство? Да я горю вся. Просто горю. Мне хочется скрыться, спрятаться, провалиться под землю. Потому что, ну... А вот как бы такой вариант, это же не на тебя они смотрят, а на него. А почему Да. тебе это стыдно? Ну, он же мой продукт, про него рассказывает. Это же часть меня. Мгм. И как будто бы... Ну, сейчас они что-то такое увидят, что я вся рассыплюсь от этого. Смотрите, как я вам сказала про чувство стыда. Ее никто вообще не увидит. Блогер рассказывает про продукт, говорит о том, что вот то-то, 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 так-то, так-то, так-то. Ее вообще мир в этот момент не видит, а у нее включается вот это вот невыносимое чувство стыда. Сейчас мы на юморе, а давай, если мы без юмора, то мы просто попробуем с тобой сейчас описать, что случилось-то там. Ну, просто меня все сковало. Вот, мне даже было так сложно. Я, во-первых, хотела, чтобы это все закончилось, вообще не надо ничего запускать. Я уже ничего не хочу, не надо. Да, сделали сайт, но можно уже остановиться. Типа, не надо позориться лишний раз. Давай откатим. Нормально, у меня и так есть доход, это не основной мой источник заработка, не надо. Миш, остановись. Миша блогер. Да, вот блогер, который должен был записывать рекламу. И он начинает, он так красочно рассказывает и говорит об этом, и много-много делает этих сторис, а мне просто паника. Если бы я могла, я бы, наверное, если бы мы находились в одном пространстве, я бы сделала все, чтобы ему помешать записать этот материал. Мгм. Вот если бы он стоял в тот момент перед тобой и планировал его записать, и ты стоишь рядом, что бы ты ему сказала и как? Ой, Миш, ну да, постарались. Ну давай закроем лавочку. Ну такая ерунда. Ну да, договорились. Ну да, ну у тебя там рекламы и так полно. Вот у тебя там еще есть другие. А он такой стоит и говорит, подожди, я что-то не понял. Почему нам надо остановиться? У него, кстати, было такое ощущение. Он в день продаж, он такой: Вась, ты мне что-то не отвечаешь несколько часов. Ты что, слиться решила? У меня были эти мысли. Я ему ответила поздно. Хорошо, но вот сейчас вот ты перед ним стоишь, и он тебе говорит, я что-то не понял, ты почему? Что происходит? Мы можем там еще что-нибудь доработать, давай отложим на потом. Я еще что-нибудь там придумаю классное. Вот потом, когда будет прям на 200% готов продукт, вот тогда продадим. Не сейчас. Не сейчас. Да. То есть как бы сейчас он не готов, этот продукт. Да, как будто вот можно еще. Нужно сделать. еще что-то Да, вот можно сделать. не статьи, а видео записать. Мгм. То есть приходят новые идеи, которые как будто бы тебе говорят, вот тогда ты сможешь это сделать. Да, вот нужно отложить все это, еще подготовиться, еще постараться, и вот тогда можно будет. И вот тогда можно будет. А сейчас рано, А сейчас рано, недостаточно. недостаточно. Как ты справилась в тот день с волнением? Только потому, что рядом еще были люди, София, адекватные, которые все уже нельзя откладывать, надо делать. А так бы я не справилась, что у меня просто день был минус, я не смогла ничего толкового сделать по работе. Просто он сгорел, можно сказать, в этом чувстве стыда, в моих каких-то неконтролируемых эмоциях, в этом стрессе. Что конкретно из действий тебе помогло, чтобы снять стресс? Я потанцевала. Просто это было настолько какое-то безудержная внутри какая-то неконтролируемая энергия. Мне потанцевать помогло. Вот смотрите, так интересно, Подурачиться. она рассказывает, что она потанцевала. На самом деле есть видео. Если они разрешат, мы его потом будем использовать. Так вот, суть в том, что Василиса вот с такими красными глазами бегает по квартире, не может успокоиться, у нее какое-то состояние аффекта абсолютнейшего.
И она не знает настолько, куда себя деть, куда себя примкнуть. Она не может сидеть, она не может говорить, она не может быть ни с кем в контакте. Ее начинает разматывать, она переходит в какое-то состояние истеричности. Она просто хватает пульт, врубает огромный телевизор, становится перед ним и просто начинает вот так, как робот, двигаться, чтобы успокоить этот аффект. Потому что она, не могла вообще просто... Ей хотелось выпасть в принципе из этого дня. И когда мне сестра София прислала это видео, я поняла, что дела наши плохи. Что человек просто влетел в какой-то такой адский внутренний абьюз, что она просто я ей говорю, что с тобой случилось? Она говорит, вообще не спрашивай. Не спрашивай. Ты знаешь, кто это гандошит тебя? Знаю. Ты дала ему голос. Вообще даже не голос, а ты что-то полностью ему себя отдала в тот день, да? Как он проявился, что он... Ты можешь мне рассказать, как он опять и кто это? Познакомь нас с этой своей частью. Это моя такая субличность абьюзера, который постоянно бьет меня по голове, и не только по голове, просто не дает проявляться, если я по его критериям недостаточно идеальна, недостаточно постаралась, сделала слишком мало, могла сделать больше, надо было лучше трудиться, надо было записать видео, не дай бог у тебя орфографическая ошибка в твоей статье, не дай бог по какому-то блогеру там запятая не в том месте, проверь форматирование, проверь данные, проверь еще раз, пересмотри. Как он с тобой разговаривает? Что он к тебе в тот день? Давай попробуем понять. Давай, если бы сейчас не просто в аффекте быть того дня, а просто... Как он тебе подкинул какие-то мысли, что он тебе сказал? Лавочку свою сворачивай. Да, хорошо, да, сделала базу, но это же не веб-сервис, это же еще не приложение. Что ты думаешь, это кто-то купит? Это кому-то надо. Никому это не надо. Твой абьюзер иногда ко мне заходит во время наших съемок и говорит, и хуйню вы тут пишете. Да. Да? Да, прям с матом так хорошенечко. Да, я же матом даже не заметила. Ага. Мгм. То есть он такой решил дать тебе обратную связь. Постоянно мне ее дает. Подожди! Просто где-то я уже научилась не слушать. Вот. То есть это была абсолютно новая ситуация в твоей Да. жизни, получается, да? Продажа Да. своего продукта. Да. То есть нечто, что ты сделала, публично отдать людям на рассмотрение, да? Это же иголки на кончиках пальцев, просто руки не имеют. Руки не имеют даже. Да. Просто такая прям волнение очень сильное, когда я погружаюсь. Давай в это. запросим сейчас, смотри, насколько ты с этим чувством. Это твоя война, и я хочу показать, как для людей звучит вообще повод для этого стыда. Как для тебя звучит повод для этого стыда? Любой. Да, а я имею в виду именно конкретно этот. Ты понимаешь, за что и стыдно? Ведь конкретно ничего не случилось. То есть там была как будто сама идея, что может быть что-то плохо. И вот только от одной идеи мне уже стыдно, что вдруг там где-то ошибка или вдруг кому-то может не понравиться. И уже это непереносимо. Да? А ведь вот даже как человек говорит о своей работе, я понимаю, что она настолько скрупулезно к ней относится, что там, наоборот, может быть, даже восхищаться надо таким уважением и чистотой в работе. А все обнуляется. все обнуляется очень так Жестоко. жестоко, беспрекословно, без вариантов. Сюр полный, да? Фантазии какие-то, что надо было не вот так, а вот так, тогда бы. Прикинь, бредятина полная. 5 лет. Человек работает в нише, 5 лет собирает, набрала. Не 2500 могла бы, знаешь, отлететь бы в грандиозность и сказать, у меня 2500 это самое, 250 отобранных блогеров. И впала в аффект, потому что вот это вот. Да, со стороны-то. Ее война, это вообще не про людей, скажи. Вообще не про людей. Виолет, ты как слышишь эту историю и этот повод для такого
самоощущение. Ну, кажется, да, что Василиса, она немножко важность очень сильно поднимает события, оказывается в таком... Ей кажется, что в этот момент весь мир просто на нее посмотрел, и сейчас каждый по очереди оценивает негативно всю ее работу. Весь мир посмотрел на тебя. Когда она в центре внимания, ей кажется, вот все сейчас посмотрите на И смотри, нее. как интересно, как думаешь, какими глазами она себе представляет, что на нее смотрит мир? А еще попробуй пойди вглубь. Вот такими, а какими еще? Полными Спародируй ужаса. этот. Нет, М. мир, как на нее смотрит. Мир. Как он смотрит на нее и на ее работу. Какими глазами? Попробуйте сейчас представить. Враждебно Ну, смотрит. как-то, оценивающие, может быть, Вот. Ты можешь предвзято показать, как-то какой бы вот. это мог быть взгляд? Запятую не там поставила. Да, да. Ай-яй-яй. Да это такой взгляд. Что там за говно ты нам показываешь? То есть это идет проекция на мир. Это, друзья, проекция. Она у перфекционистов, у нее есть эта черта перфекционистская, а перфекционизм – это жизненная стратегия добиваться успеха, а у перфекционистов у них всегда мир враждебен. Они миру приписывают эту враждебность для того, чтобы организовать себе этот перфекционизм. Вы думаете, на чем перфекционизм? На том, чтобы «хочу еще лучше». Нет! Перфекционизм двумя ногами стоит на том, что на меня направлен мир всего, взгляд всего мира, злой взгляд, беспощадный взгляд. И я, чтобы как-то снизить их критику, переделываю. Что чувствуешь? Ну, типа, да, не дай бог, чтобы не заметили. Ну, то есть я оправдываюсь. Вот каждый раз в этом перфекционизме я и это сделаю, и это, и это, и это. Лишь бы, не дай бог, не заметили вот еще что-нибудь, и это, и это. И я все на себя взвалю, пожалуйста, только не бейте. Только не бейте. Вот такое. Да? У меня челюсть болит. Вот Челюсть? прям я чувствую сильное напряжение. У меня вот здесь сейчас Да, вообще невыносимо скулы. болит. Я даже не знаю, как мне чуть-чуть отсоединиться, потому что Ага. уже больно. А давай попробуем понять, у тебя почему она заболела. Попробуй пойми, почему заболела челюсть. Это какое-то прям состояние вообще невыносимо тяжелое. И аж прям... Она мне сначала сжалась на словах, что не сейчас, я еще постараюсь, на 200% будет готов. На этих словах у меня челюсть сжалась. Сначала больно, а сейчас прям вот здесь болит, и это как-то... Потому что, друзья, вот Прям учитесь такое расшифровывать, напряжение. что вам показывает, да, напряжение. Это вообще... соберись. Это Да, такое да. сильнейшее напряжение, да, которое говорит о том, что тебе обязательно нужно напрячься. Контролируй все, что происходит. Какое-то гипернапряжение как будто. Да. Да, и в момент продаж это как будто резко выходит из-под моего контроля, как будто вот, не знаю, лавину снесло, она на меня валится, а мне же нужно контролировать это все. Как я могу этот поток удержать? Вот попробуй понять, что это за поток, что ты в этот момент пытаешься удержать. Из чего состоит этот поток? Ну вот это действительно как будто на меня мир сейчас посмотрит, это такое огромное, тяжелое, тяжелейшее посмотрит, которое просто меня раздавит. Я не смогу это удержать, я не атлант, я всего лишь я. То есть ты не сможешь выдержать взгляд других людей. Да. Их так много. А что ты пытаешься делать с этим взглядом? Как ты пытаешься? Почему он такой тяжелый становится? Потому что ты что пытаешься? Выстраиваю вот так вот вокруг себя эту какую-то оболочку. Я вот это сделаю, это вам не за что будет подцепиться. Мгм. И вот попробуй вот сейчас пойми до конца, все правильно, туда идешь, что для тебя этот взгляд, когда у тебя один человек, ты пытаешься сделать со взглядом одного человека что-то. А когда вдруг это сотни или тысячи взглядов, ты уже как будто бы что-то не можешь сделать. Не могу все предусмотреть. Ты не можешь каждому угодить. Потому что ты пытаешься, ты представляешь себе
как на тебя смотрят какие-то люди фантомные, и как ты им всем, чем бы ты могла им понравиться. Что как бы ты, каким бы боком надо повернуться и как бы так мобилизоваться, сделаться, как бы так, чтобы всем им угодить. И это невыносимо, потому что слишком много, я не могу проконтролировать их, их впечатления обо мне, что они все обо мне подумают. Потому что во взгляд каждого она вкладывает свою проекцию, враждебный взгляд. Вот этому я бы это ответила, а этому я бы так объяснила. А тут просто, да, лавина этих взглядов, и мне нечего каждому дать, потому что их слишком много. Я не знаю, что противопоставить их враждебности. Как вы думаете, вот с чего ей нужно раскручивать свою историю? Вот на что сейчас ей нужно, где тот узел, который, если она развяжет, там все остальное поправится? В чем главная идея-то? Ну, возможно, в том, что, ну, идея в том, что идеала не существует. И, ну, это, может быть, ложная идея, что, возможно, всем нравится. Или ложная идея, что я могу быть совершенством. Да, то есть всегда найдутся люди, которые захотят к чему-то придраться. Смотри, идея быть совершенной – это следствие. Начало не в этом. Дело не в том, что она просто так хочет быть совершенной. Дело в том, что сначала что-то рождается, что может перекрыться идеей совершенства. Что там в начале начинает происходить, что потом отлет, мне нужно быть совершенной, все, ничего нельзя показывать, это все несовершенно. А совершенства нет, как ты говоришь, его просто нет. Недостижимая задачка. А его не существует в природе, несуществующее животное. С чего надо начать, Настя? Почувствуй. У меня сейчас какое-то слово недостаток идет, что вот из-за этого получается все остальное, что я сама себя считаю не до то-то, 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 поэтому мне надо вот к чему-то к этому Да. стремиться. И раз это проекция моя же во внешний мир, значит, нужно менять как бы свой внутренний мир. Да, Ну, отношение к себе поменять. Да. Тогда и мне будет казаться, что, ну, в принципе, люди меня, ну, кто-то оценит адекватно, кто-то там сам может быть с отлетом, но я его слушать не буду. Ну, более реалистичный, что ли, взгляд появится. да, Вот, мне более кажется, так. реалистичный. Не такой искаженный. Сейчас он абсолютно искаженный. И в этом искажении невыносимо вообще быть, ну, творческой, проявленной. На что ей нужно внутри себя сейчас вообще так, ну, снова обнаружить, увидеть, я не знаю, внимание туда вот это все направить. Чуть снизить важность этой оценки, даже если она будет, если она откуда-то придет там негативная, что как бы мир этот не рухнет, ты не рухнешь. И... А почему для нее негативная оценка это убийство, это рухнуть? Почему, как ты думаешь? Почему она стала так зависима от этой оценки? Что-то мне пока сложно вот это поймать сейчас. Вот смотрите, друзья, очень хочется начать решать любую психологическую задачку с конца. Сказать, не оценивай, не обращай внимания, не думай, что люди так тебя оценивают. Это конец, это следствие. Мы не можем, если у тебя есть потребность, например, пить алкоголь, ты не можешь его не пить. Тебе надо понять, что рождает внутри тебя эту потребность пить. То есть человек, который так зависим от оценки другого человека, других людей, у него внутри есть что-то, что он так внутри себя организовал, что теперь ему нужна оценка других. Что он внутри себя сделал, что теперь он так нуждается в оценке других. И не переносит любую негативную оценку и нуждается только в позитивной оценке. Любая оценка, которая не подходит под критерий позитивный, убивает напрочь. Что такое внутри-то с человечком? Почему мы такими становимся зависимыми от чужих оценок? Не знаю, может, не считаем как бы свое мнение там, компетентным, условно, нет своего вектора отстроенности, что я считаю, что это, например, ок, что это хорошо. Да, да. То есть это такая личность, у которой внутри собственное мнение не в счет.
Если нет собственного мнения, или оно не в счет, а тебе мнение нужно, как тебе понять-то, что ты делаешь это хорошо или плохо? Ты нуждаешься, чтобы это все-таки, ну, какая-то, как говорится, обратная связь была. Мы не можем без обратной связи существовать, мы не можем двигаться вперед, нам надо на что-то ориентироваться. И вот если ее, этой обратной связи от самого себя, она такая, знаете, какая-то такая, что такое, там вякнула и заткнулась, и ты это не слушаешь. Но оно, конечно, на самом деле мы всегда имеем мнение о том, что мы делаем, как мы делаем, но бывает так, что это мнение вот вообще не берется во внимание. И оно не берется во внимание исключительно по решению вашей головы, вашей психики. Это вы себе так решили? Значит, будем жить так. Мое мнение о том, что я делаю, не в счет. Это выбор, ментальный выбор. Ты рождаешь фигуру критика вдобавок к тому, что твое мнение не в счет. Мы его называем там твой абьюзер, да? Который умеет давать тебе только отрицательную обратную связь. Он это умеет делать мастерски. Он тебе что-то нашептывает, кричит, говорит, да? Этого внутри так много, что ты путаешь уже свое мнение о себе с мнением других людей о тебе и о том, что ты делаешь. Воспринимаешь это за чистую монету. И когда нужно что-то, вот у меня я тут что-то такое сделала, нате, посмотрите, да, ты воспринимаешь, что они все видят это вот так. И от этого не удержаться, от это не пережить. Это день моего позора. Еще раз на второй круг захожу. Что ей нужно научиться делать? Что нужно? Куда идти? Свою собственную ценность, самоценность нужно выращивать, взращивать. За счет чего возможно появиться самоценности? Куда она делась, эта самоценность? За счет, возможно, критики других людей, или, возможно, она где-то себя оценила, что это было ужасно. Куда исчезает самоценность? Куда в человеке исчезает самоценность? Никуда. Никуда? А что с ней случается? Почему вдруг ее нет-то? Просто на ней не обращаешь внимания. Да? Какая-то что-то ненужное пылится там в тебе, и все. Почему? Почему вы, люди живые, живущие на этой планете, перестаете? Вот каждый сейчас из вас вопрос: а почему вы перестаете-то самоценность? Ну, вообще она, почему она у вас исчезает? Как бы ты сказала, Вася, почему она исчезла? Ну, загнобила я себя. Как? Загнобила я себя. Зачем? 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 Ну, чтобы для других быть хорошей. Ты себя контролируешь, постоянно контролируешь, и чтобы не опозориться. И ты уже в какой-то момент перестаешь быть о себе хорошего мнения, поскольку ты себя как бы держишь в рамках, чтобы, не дай бог, нигде не провалиться. Какая самоценность? У тебя есть вот эти рамки, на которые ты опираешься. Вот пока есть рамки, значит, типа, ты нормальный. А как без них? Что внутри сейчас происходит? Что такое вообще самоценность? Вот да, вот ты понимаешь? Ну вот проблема в том, что у тебя даже как-то была практика там, с поддерживающим родителем. А я не могу ее представить. Я не Правильно. могу представить эту фигуру, которая меня поддержит. Ее нет. Правильно, потому что и нахер послала это в поддерживающую фигуру. Она тебя, по твоему мнению, к успеху не приведет. А вот твой внутренний критик, он тебя точно сделает лучше. Вообще тебя классно сделает, будешь суперпрофи. Ну что, как у людей. Как у людей. Да. А чё нафиг тебе этот нужен, фигура этого внутреннего родителя? Расслаблюсь с ним, размякну. Да. Да. Поймите, все, что с вами происходит, это происходит, потому что вы в это верите. Вы верите, что фигура внутреннего критика даст вам все то, в чем вы нуждаетесь, поэтому вы юзаете бесконечно эту стратегию. Значит, вы вообще не понимаете, как эта фигура какого-то там поддерживающего родителя способна. Вы вообще против. Вот у тебя, ты вообще против этого родителя. Ты вот вообще просто, он для тебя кто-то, ну, какой-то неадекватный товарищ, ему вообще нельзя доверять. Ну, да, Лишний. Не строится, эта картинка не клеится. Не вообще. клеится. Просто как битые пиксели.
Картинка, ты имеешь фигура не Да, 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 простраивается. да, да. Вот это поддерживающий родитель, что-то как-то даже чужеродное. Чужеродный поддерживающий родитель. Чем он может тебе прям навредить? Как говорится, как закалялась сталь? Ну, через усилия. А поддерживающий родитель это про что-то, про детский сад, про что-то а, балаган, что-то несуразица, чехарда, какое-то вот шутовство. Но это что-то несерьезное. Вот серьезные люди относятся к проектам более строго, Мгм. сдержанно. Мгм. Это не место для поддержки, любви, заботы. Вот мне как-то хочется это высмеять почему-то. Когда мы говорим про поддержку, мне хочется это клоунада какая-то. Ну, мне неестественно все. Неестественно все. Как для тебя это звучит? Враждебно это звучит. Да-да-да, как Такой ненависть, нет, да, к да, нему? ну как бы нет любви, нет заботы, нет поддержки. Нет любви, нет заботы, нет поддержки, клоунада, детский сад. Лишнее, да? Мгм. Нафиг не нужное. Только вредит. Вася считает, ну, там, условно, поддержка это для слабых, это такое, не знаю, как один в поле воина. Вот такое, вот она одна и отталкивает от себя, не знаю, какую-то всю заботу, все возможное там. Кажется, что если она это получит, то это уже, может быть, даже не как не ее весь результат, что ли, будет. Мгм. Что как бы это какое-то причастие других, и тогда это вроде как уже не на 100% я, и можно ли считать это моим достижением? Вот какая-то такое Мгм. ощущение. То есть если от фигуры внутреннего родителя она получит поддержку, то как будто бы тогда это не ее результат. Ну вот как будто, да, то, что вот, ну вот как бы, да, то есть это, не знаю, как это помощь извне у меня ощущается, что это даже не внутренний, этот внутренний родитель, он как бы как-то такое чувство отсоединен вообще. То есть он есть я, а внутренний родитель, он вроде как бы где-то есть, но вот в другой плоскости, в каком-то там немножко в другом месте. И поэтому то, что вот он мне может дать, это как бы извне уже. То есть это не моя собственная опора, а что-то приходящее. Как тебе эта мысль? Откликается, да, когда Виолетта сказала, что как будто бы это не мой результат, у меня было что согласие, что да, вот что результат, он должен быть мой, он должен быть через такую пахоту. Не страдал, значит, не работал. Мгм. Вот Не какой-то. страдал, не работал. Да. А если как бы расслабленном состоянии, получается, что не доработал. Получается, что результат мог бы дожать. Мгм. Значит, Мгм. не постарался. Мгм. Как тебе самой сейчас вот от этих выводов? Потому что я как в каком-то бастионе крепости нахожусь. Мгм. И, вот эта крепость — это я. И настолько это все уже как-то тяжелое, окаменевшее, вот как средневековые замки, да, и по кирпичам сложенное там из прошлого. Мгм. Непонятно, как это все разобрать. Мгм. Тяжелые засовы. И людей там нет. Я вот в том-то и дело. Я и есть этот замок. Пустой замок. Надо как-то сейчас там, впустить поддержку, наверное, помощь, а некому это сделать. Парадокс. Смотрите, когда ты недоволен, базово нет принятия собственного я. Ну, просто нет и все. Оно мне, в принципе, и не нужно, потому что если оно у меня будет, то как же я тогда буду развиваться, если я приму то, что есть? Поэтому я выбираю не принимать то, что у меня есть. Я выбираю считать это ничтожным. Ничтожным. Я выбираю считать это ничтожным. И после того, как я не имею принятия, я выбираю становиться тем, кто из этого чувства будет подниматься, преодолевать массу каких-то болезненных состояний, побеждать это ничтожество и становиться кем-то.
я буду уважать себя только в случае, если я проделаю этот путь. Если вдруг я организую себе какую-то поддержку, какую-то любовь, какую-то заботу, как я начну себя уважать? Я ж тогда ничего не преодолела, я тогда не приложила усилий. То есть мне нужно из какого-то очень такого ничтожного чувства, без поддержки. Грубо говоря, кто-то идет на гору, чтобы оказаться наверху с этими всеми приспособлениями, да, а она такая: нет, я пойду босиком, с голыми руками и буду карабкаться вот так. Тогда я герой, тогда я молодец. А так, с крючками, со страховками, это не результат. С поддержкой, это не результат. Результат для меня будет, если я без вот этого всего обойдусь. И поэтому она не хочет формировать никакую внутри себя поддерживающую структуру, потому что она это не уважает, такой путь. Как бы ты сказала, какой путь ты уважаешь? Боли, Боли. да. Если не больно, Значит, не растешь. значит, не растешь. Через терник к звездам. Через терник к звездам. Тебе не жалко себя? Честно, вот даже сейчас ты рассказывали, я как будто этим горжусь. Я замечаю. Вот в замке-то есть пыточная. Пыточная есть, да? Да, пыточная. А я думаю, что у нас чувство стыда не уменьшается. Так будет жить? Походу, да. Походу, так будет жить. А как иначе? А как иначе? Ну, это же у меня хорошо получается. Давай все так и оставим. Ты ведь так хочешь. Да не верю, что можно по-другому. В Все. том-то и дело. Верь в то, что ты веришь. Я так привыкла. Прям. Я знаю, что должна дать другой ответ. Сказать, что вот да, я поменяюсь. Нет, А я в том-то и дело, что я не хочу. Я настолько в этом комфортно себя чувствую. Да, да, Я да. говорю, бастион, замок, вот и все, плиты. Поэтому, что бы я тебе не рассказывала про внутреннего родителя, про принятие, про внутреннего ребенка, про что мы там бы с тобой не крутили, понимаешь? Ты это не берешь. Да, ты снизила градус этого абьюзера, да, ты разрешила себе проявляться в дружбе, в контакте с другими людьми, но по большому счету ты эту стратегию не готова отдать, потому что ты говоришь: ну, а я ее уважаю, я с ней мэчусь окейно вообще. Мне вот это ваше, я презираю эту вашу поддержку, это ваши сопли эти ваши. Мне нравится быть солдатом, который пробирается через стан врага. Я так хочу жить. Да, ну подумаешь, какие-то ранения, ну и чего, нормально. Шрамы украшают человека. Ну да. У И меня как флаг классно мы есть. тебе образ сегодня подобрали, что это прям, да, оказалось, вот именно твоя эта история такая, Ну солдат. да, я в ней, правда, себя чувствую комфортно. Да, долго так выживешь-то. В ОКР не слетишь? Зато будет висеть мой портрет Где? среди минувших героев. Вот, да. Где такая аллея-то, где тебя Ну вот, не повесят? знаю, вот в замке есть аллея, вот там есть А, во вестибюль. внутреннем Вот мире. там висят мертвые уже части, видимо, меня. С прошлых жизней. Да. И вот мой портрет уже приготовили рамку. Что с ней делать, я не знаю. Что. Мне кажется, ничего с ней сделать. Здесь, да, ощущение, что вторичная эта выгода, она гораздо сильнее Она даже вообще не оказалась. вторичная, мне кажется, она даже Да, первичная. она оказалась сильнее, чем вот запрос. Запрос, он Да. уважает ее другое. Василис, как тебе человек без внутренней любви? Ой, Виолет, как тебе человек без внутренней любви? Ну, как-то печально. Не сказать, мне не жалко, на самом деле жалости какой-то нет. Ну вот печально и как-то, не знаю, насколько это оправдано в долгосрочной перспективе, не знаю. Мне кажется, ну, какого-то выхлопа в итоге будет меньше, там, чем тебе сейчас кажется.
Как тебе, Настя? Да я вообще немножко в шоке, как будто. Ну, я немножко шокирована, но с одной стороны, это ее выбор, а с другой стороны, ну, ты, Василис, думаешь, что наоборот, это у тебя там круто, добьюсь там всего, смогу, а по факту это может быть иллюзией, и ты только лишь из-за этого себя лишаешь, ну, больших перспектив. Ну, Могу, да. Рационально-то я, на самом деле-то, рационально я понимаю, что это деструктивная стратегия, но она настолько глубоко во мне сидит, я не понимаю, как мне это сдвинуть, потому что внутри я чувствую, что я убеждена вот так правильно жить. Я не могу сказать, что она дает мне какие-то прям супер результаты. Полно людей более успешных, там, более счастливых и так далее. Я бы хотела ну, рационально это поменять. Я бы хотела жить по-другому, я бы хотела так не умирать на работе, но внутри я уверена, что вот так правильно. Несмотря на то, что это уничтожает, лишает меня возможных результатов-то на самом деле. Нет там никакой ни аллеи славы, не такой красивый этот замок, но внутри рисуется такая картина, и как ее сдвинуть, ну вот не понимаю. Правда. Меня саму шокирует то, что я сейчас вижу. а мне хочется спросить, а ты когда-нибудь пробовала по-другому? Ну, А что там, тебе хочется, Василис, прямо ответить по-честному? Сейчас я вижу, там поднимается эмоция. Скажи, что хочется ответить? Да хочется агрессировать. Да, скажи, Да что как хочется. по-другому-то? Вот типа, ты чё херню какую-то несешь? Как можно жить иначе? Какая-то такая холодность идет, девчонки, вы чё? Можно я скажу? Просто, допустим, у меня очень получилось слиться с ее вот этой абьюзивной частью. Я чувствую, насколько она сильная и как тотально она ей владеет, что у меня, знаете, правда, руки связаны. И Так раскачать нужно ту спящую Согласна, часть, да. нужно вытащить ее и сказать, где твой внутренний ребенок-то? Ты меняешься, ты много что делаешь, но постоянно туда возвращаешься. Будь за себя. Мир тебе зеркалит эту холодность. Им вообще не до тебя, как будто, понимаешь? Почувствуй к себе что-то, кроме требований. Кроме тебя у тебя ничего нет по-настоящему. Когда ты это говоришь, пока вы все говорите, даете обратную связь, я все время вот вижу этот замок. Для меня это почему-то очень такой значимый образ, он очень хорошо ложится, и я его прям чувствую. Сначала я говорила, что там никого нет, потому что там есть пыточная. А сейчас, когда ты говоришь про то, что можно дать, ну вот, попробовать почувствовать к себе какие-то теплые чувства. Я вижу в этой пыточной ребенка. Но он настолько, ну, это почти труп. У него нет еды, у него нет воды, он на кандалах, там прикованный. И просто весь этот замок, он для него, для этого ребенка. А ты его там закрыла. Ну да. И я всем еще говорю, что там никого нет. Прикинь, держать кого-то в тюрьме и говорить, а там вообще никого нет. Я как будто бы вот в том-то и проблема, что я слилась с абьюзивной, видимо, частью, поскольку Да. абьюзивная часть — это вот этот замок. Да. И я чувствую себя замком. Но вот сейчас, пока ты говорила, у меня появилось ощущение, что погоди, может быть, все-таки мы не замок, мы это люди, которые должны там находиться, которые когда-то там были. Но во мне железобетонная уверенность, что быть замком правильно. Я хочу завершить этот разбор на вот какой идее. Останься с этим пониманием, что тебе себя не жалко. Останься с этим пониманием, что там есть живое существо. Поживи с этим. Почувствуй всю жестокость к этому существу. Не можешь почувствовать любовь?
Почувствуй жестокость. Наблюдай за этими образами и смотри, как ему там. И представь, что будет дальше. И, может быть, ты когда-нибудь ужаснешься этому и захочешь что-то менять. Сейчас нет. Я знаю, что ты пришла на разбор как тот, кто хочет от этого избавиться. Но когда мы идем вглубь, там пока этого ресурса нет. Там пока все вот так. Что забираешь? Что во мне есть жизнь. Просто она очень, ну, как пламя, которое вот-вот погаснет. Что у кого-то костер, у кого-то солнце горит, да, вот внутренний ребенок, это же солнечная энергия. А у меня как свеча со слабым фитилем. Такой едва-едва. Но он есть. Что холод, мрак и тьма — это не все, что есть внутри, как мне кажется. И с этим пламенем, как говорится, из искры может родиться что-то большее. А если перейти не на уровень бездушных объектов, а на уровень живых людей? Кто там внутри? Маленькая девочка. Да, посмотрите, что даже сейчас она в финале делает. Она говорит, там есть свеча, она чуть-чуть горит. Опять там нет человека. Маленькая девочка, которая прикована в темноте, без света и без еды. Поживи с этим. Спасибо. Василиса, я сегодня не первый раз уже наблюдала твои разборы. Это всегда очень динамично, эмоционально. Всегда какие-то разные части тебя мы исследуем, обнаруживаем, открываем. Что сегодня для тебя было? Какие, может быть, новые стороны или личности, субличности себя ты? Да, честно говоря, я в очередной раз не ожидала, потому что, кажется, ну куда дальше? Ага. Мне казалось, что эта проблема не такая глубокая, потому что мы уже работали со стыдом, и, соответственно, мне казалось, ну, я уже, в принципе, понимаю, Всё что там, как знаю. делать, да, и тут новый слой, и я думаю, господи. Ну, это в хорошем смысле, потому что есть с чем работать, я хотя бы это вижу. Не то, что как будто бы непонятно, с чем иметь дело дальше, поэтому за это спасибо. С какими эмоциями ты в конце осталась? Потому что там в процессе был такой прям даже протест, я бы сказала. Мне нравится моя стратегия деструктивная, в которой я живу. И я как будто бы даже не хочу как-то по-другому. Я не знаю, как, я буду так, как есть. Ну, честно, да, было какое-то отчаяние в этом плане, как будто придавилась железобетонной плитой, потому что я действительно не умею пока иначе. Но вот эта искра, или точнее сказать, маленькая девочка, Да. все-таки будем говорить живыми терминами, дает мне надежду, что можно что-то поменять еще, что в этом таком очень жестком паттерне есть варианты, как сделать его более живым, более мягким. И я пока не знаю, как, но мне определенно есть над чем подумать. Ставлю вот эти вот заборы прям постоянно вокруг себя. Увидь, как ты топишь себя. Мне матом хочется сказать, пофигист. Мне страшно, я боюсь осуждения. Ну дай ответ, ну скажи, как есть. Если есть настроение, может быть, день, неделю поживу, остальное, ну, просрано как бы. Вот. Хочется сказать. Кто-то это выполнит. Или когда-нибудь настанут лучшие времена, и я это выполню. В этом тоже ее негуманность к себе. Она идеализирует партнера, в упор не видит, какой он, да? У меня вообще, кажется, другие интересы. Психолог — это про что? Прошлый мой разбор у меня тоже вот такой ворох был просто вот вообще. Это был такой разбор, в котором мы разворошили, в котором мы вот так вот все перевернули,